Привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club. Вы тоже думаете, что русская грамматика трудная и неинтересная? Тогда смотрите это видео. Я думаю, самая важная тема в русской грамматике – это genders или род. В русском языке у нас есть три варианта – masculine, feminine and neuter. Но обычно я это просто называю он, она, оно. Все просто. Вам нужно только знать окончание, как заканчивается слово. Если последнее у нас consonant, это согласный, или окончание «й», то это он, masculine. Если в конце слова у нас «а» или «я», то это слово «она» или feminine. Если в конце слова «о» или «е», то это neuter или «оно». Это система, но есть слова, которые вне системы, которые нужно запомнить. Например, слова на мягкий знак, soft sign. Эти слова могут быть и он, и она. Давайте посмотрим, какие слова, какой gender. Если это семья, то может быть и он, и она. Так, зять – это он, мать, дочь – это она. Если в конце слова вы видите тель, преподаватель, учитель, зритель, читатель – это он. Если в конце слова вы видите арь, словарь, календарь, январь – это он. Если в конце слова ость, исть или есть, например, честность, бодрость, зависть, свежесть – это она. Очень много таких слов и с темой характер. И есть еще слова, в конце которых б, д, т и другие – это слова она. Например, любовь, тетрадь, ложь, сеть, связь. Я вам хотела показать систему, как легче запомнить слова, которые оканчиваются на мягкий знак. Это может быть и он, и она. Это только несколько слов, но другие вам нужно просто запомнить. Например, слово «дождь», окончание «д». Должно быть она, но нет, это он. Какие еще слова, которые часто говорят русский, нужно запомнить? Картофель – это он, дверь – это она, соль – это она, рубль – это он, ночь – это она, пароль – это он, осень – это она, дождь – это он, цель – это она, день – это он. Спасибо, что смотрели это видео. Жду от вас комментарии, лайки и подписывайтесь на канал Russian Language Club, а также на Instagram, Facebook и Telegram. Всем пока! Сегодня все.